Всем привет! Сегодня первый раз снимаю распаковку. Редко смотрю такие видео, но для меня сегодня это особенный случай. Я ждала этого некоторое количество времени. Этому предшествовали такие творческие дискуссии, куча идей, куча всевозможных обсуждений и так далее. И поэтому эта вещь, которую я сегодня забрала с новой почты, она для меня особенная. Ну что, давайте смотреть. Та-дам! Это я снимаю, потому что в комнате нет детей, иначе здесь был бы сейчас полный бедлам, или бы просто меня не слышали. Та-дам! Это шкатулка для моих сокровищ. Боже мой, она такая гладкая. Она настолько гладкая, что даже не верится, что это натуральное дерево. Открывать? Вау! Такое ощущение, что это рисунок подо льдом. Знаете, такой вот, как будто во льду застыли какие-то древности, я не знаю, какие-то, как будто какие-то застывшие цветы подо льдом. Она с блестками, я не знаю, вам видно? Боже, я ж не сказала, это ручная работа, чтобы вы понимали. Более того, не хочется ее трогать. Боже, какая прелесть. Не хочется ее трогать. Рассказываю историю. Окей. В Инстаграме, уже не помню как, у меня есть среди друзей один человек, который делает деревянные изделия ручной работы. Сильно хочется ее трогать. И однажды я увидела одну из его работ. Это была шкатулка, в которой были совмещены сразу несколько материалов. Там были и дерево, там было что-то вроде какого-то стекла или каких-то камней. Причем у дерева был такой потрясающий рисунок естественный. И я влюбилась в эту шкатулку, и я поняла, что мои 4 колоды Таро, которые на сегодняшний день у меня есть, они давно нуждаются в домиках своих, и они достойны красивого дома. Я хотела пошить для них красивые мешочки, и нужно их было где-то хранить. И вот я написала этому мастеру, спросила, может ли он сделать шкатулки, потому что обычно он делает изделия какие-то необычных форм, каких-то с сумасшедшей проработкой мелких деталей, очень красивые, не только деревянная, еще кость, ну и, как я уже сказала, разные другие материалы там используются. И когда он узнал, для чего шкатулка, он очень заинтересовался, и мы начали обсуждать, мы начали обмениваться идеями, идей было очень много, мы продумывали всевозможные варианты и размеров, и дизайна, и декора. Очень много было идей, мы думали, что это может быть что-то связанное с космосом, что-то связанное с моими рисунками или какими-то камнями. В конце концов, он прислал мне это фото и сказал, что он нашел решение. Я долго не могла понять, в чем секрет, до тех пор, пока я не увидела это. Вот в реальной жизни это выглядит так. Боже, сколько здесь, да, это же ручная работа, вы понимаете. И главное, загадка. Вопрос просто дня, недели, месяца, не знаю, для меня так точно. На что это похоже?
У нас были догадки, что это может быть крона дерева, это может быть как серединка грецкого ореха, это может быть мозг, это может быть даже сердце, если так подумать. Это может быть галактика, это может быть карта какой-то страны, это может быть что угодно. Вот мне интересно, какие ассоциации будут у вас, потому что на самом деле, боже, я ж не видела еще с этой стороны, тут же что же. И вот эта вот окантовочка, она блестит, я не знаю, вам видно или нет. Боже, какая прелесть, какая прелесть. Мы подумали, что для карт Таро вот такой абстрактный, вот такой вот рисунок с множеством значений, плюс натуральные материалы и какие-то неожиданные повороты событий, ну, как цветное дно. Я никогда, например, не видела в шкатулках деревянных цветное дно. Это очень красиво смотрится вблизи, а блестки, они такие розово-сиреневые, перламутром, потрясающе просто. И на самом деле на фото это выглядело не так эффектно, но когда я держу ее в руках, я понимаю, что на самом деле больше вот кроме этого потрясающего узора, который создала сама природа, и просто на самом деле больше ничего и не надо. Здесь больше никакой декор абсолютно не нужен, он излишен. При том здесь дерево изначально было распилено вот здесь пополам, и Сергею пришлось немало потрудиться, чтобы, во-первых, сделать такой тонкий срез, а во-вторых, после этого сделать его настолько гладким. Он потрясающий просто. Причем вот где кора, вот здесь, здесь чувствуется, что это вот действительно кора, она такая шероховатая, неровная, и в этом тоже своеобразная прелесть. Так вот, вот этого стыка посередине его практически не видно. Я не знаю, сколько нужно было вложить труда, усердия и любви к своему делу, чтобы получилось настолько потрясающе. Он мне когда сделал, он мне написал, что работа не идеальна, потому что ручная работа, и там могут быть кое-какие погрешности. Но вот я держу ее в руках, ну, ребят, я просто в восторге. Ну, она настолько прелестна, и та энергетика, которая сюда была вложена, она абсолютно чувствуется. Это настолько здорово, что я очень благодарна. Сергей, огромное вам спасибо. Я даже не знаю, как вас благодарить. Это настолько здорово, это настолько от души, и я покорена вашей работой, я покорена этим сердцем, этой вселенной, которая теперь будет жить со мной. Это доставляет мне просто огромное счастье. Я даже не знаю, что еще сказать. Я, наверное, лучше просто познакомлю зрителей с другими вашими работами. Я вам искренне желаю, чтобы ваш этот невероятный творческий потенциал и ваша любовь к тому, что вы делаете, чтобы оно всегда имело выход, чтобы вы всегда получали огромную, просто невероятную отдачу от вашей работы в любом смысле, в эмоциональном, в финансовом, в творческом, абсолютно любом. Боже, я могу говорить об этом часами, но я просто еще покажу зрителям, с вашего позволения, еще некоторые ваши работы, которые опубликованы в вашем Инстаграм. Ребят, подписывайтесь на этого человека, на Сергея, потому что он талантище. Я думаю, что если вы тоже захотите какие-то свои творческие идеи воплотить с его помощью, я думаю, что я уверена, что вы получите просто массу удовольствия от позитивного общения, от той любви, в которую он вкладывает в свою работу, и к людям, с которыми он говорит.
Я уверена, что это принесет вам огромное удовольствие, и результат работы тоже вас будет радовать, как меня радует моя потрясающая шкатулка. Спасибо, что смотрели. Помните, что человеческий свет не имеет границ. Люблю вас всех.